Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами, как сделать вот такие фактурные камни из декоративной штукатурки и затем их расписать. С чего начать? Первое. Прежде чем приступить к работе на декорации, необходимо стену правильно подготовить. Как это сделать, я подробно рассказала в своем видео, которое вы найдете на моем канале. Ссылку на это видео вы видите у себя на экране. Второе. Необходимо нанести специальный акриловый грунт на основе кварцевого песка. Это создаст шероховатую поверхность для лучшего сцепления наносимых материалов. И третье. Нанести на стену рисунок камней. Итак, после всех подготовительных работ для начала нам понадобится малярный скотч, ножницы и канцелярский нож. Мы нарезаем ножницами или нарываем вручную тонкие полоски скотча и наклеиваем их по рисунку камней, как показано на экране. Далее мы берем металлическую кельму, шпатель и густую декоративную штукатурку, имеющую в своем составе кварцевый песок. Штукатурку наносим кельмой, создавая фактуру камней и закрывая всю поверхность рисунка. У нас получится вот такая фактура. Не давая слою штукатурки подсохнуть, берем специальную щетку и делаем следующую фактуру. Далее, немного подсушив поверхность декоративной штукатурки, разглаживаем ее той же кельмой для небольшого сглаживания фактуры, как показано на фотографии. Затем, ни в коем случае не давая декоративному слою высохнуть, снимаем скотч, подцепляя его канцелярским ножом. В итоге получаем вот такие декоративные камни на стене. Оставляем их до полного высыхания и ошкуриваем. Далее я вам продемонстрирую, как можно такие камни расписать. Сначала камни необходимо затонировать. Для этого наносится светлая краска хаотичными пятнами, затем используются два средних тона краски, а в конце темный тон. Основа этой краски прозрачная, и, как вы уже поняли, она колируется в 4 цвета. Подборка этих цветов в данном случае была выполнена в соответствии с цветовой гаммой керамической плитки и мозаики данного интерьера. Посмотрите, как я это делаю. В конце этого этапа излишки краски с поверхности декоративных камней снимаются, тем самым проявляя фактуру. Затем для выделения камней необходимо нарисовать швы между ними более темной краской. Здесь также используется прозрачная база материала. Далее камни расписываются. На первом этапе наносится светлая краска по контуру камней. Это создаст иллюзию света. Для подготовки такого светлого тона используются две базы краски – прозрачная и кроющая. Они смешиваются пропорции примерно 1 к 1 и добавляется колер теплого оттенка. Затем
Темной прозрачной краской рисуются тени на камнях. Это усилит светотень. Швы между камнями можно пройти более светлым тоном. Это смягчит контраст и создаст естественный вид каменной кладки. В конце кое-где по контуру камней можно добавить битум на водной основе для контраста. То, что получилось в итоге, вы видите у себя на экранах. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!